Вы на канале Climate Change. У нас вы узнаете про самые резонансные события о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Начнем. Мы с вами слышим о вулкане в Испании чуть ли не в каждом выпуске за последнюю неделю. Этот выпуск не стал исключением, так как события действительно серьезные. Извержение вулкана на Канарских островах вызвало третью трещину, посылая свежую реку лавы вниз по склону горы. Это произошло 1 октября 2021 года, когда власти зарегистрировали 8 новых землетрясений силой до 3,5 балла на острове Ла-Пальма. Теперь они ждут, присоединится ли лава из новой трещины, прорвавшаяся примерно в 400 метрах к северу от места первоначального извержения, к основным потокам из хребта вулкана Кумбре-Вьеха, которые достигли Атлантического океана. Институт вулканологии Канарских островов описал последнее открытие как новый очаг извержения, но от аварийных служб не поступало немедленных новых приказов об эвакуации. Власти призвали жителей острова Пальма, где продолжает извергать раскаленную лаву и густые облака черного дыма вулкан Кумбре-Вьеха, ограничить время пребывания на открытом воздухе. Ученые предупредили о затрудненном дыхании и раздражении глаз, а также кожи из-за химической реакции, вызванной лавой, достигающей моря. Должностные лица наблюдали за качеством воздуха вдоль береговой линии, где расплавленная порода встречается с океаном, опасаясь, что это может создать облака токсичных паров соляной кислоты. По заявлению правительства Ла-Пальмы, уровень диоксида серы в этом районе повысился, но не представляет угрозы для здоровья. Поэтому службы экстренной помощи отменили приказ о домашнем режиме, действовавшем в близлежащих к вулкану населенных пунктах, пострадавших от ухудшения качества воздуха. Они посоветовали людям и дальше избегать длительного пребывания на улице и заявили, что уязвимые группы, включая детей и пожилых людей, должны оставаться дома. Напоминаем, что вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября 2021 года, разрушив с тех пор более 800 зданий. Свои дома на острове с населением около 83 тысяч человек, которые входят в состав архипелага Канарских островов в Атлантике, были вынуждены покинуть около 6 тысяч человек. Разрушительный торнадо в пятницу 1 октября 2021 года обрушился на город Яньтай в китайской провинции Шаньдун. По словам очевидцев, торнадо пронесся по центральной части города, переворачивая машины и разрушая кирпичные стены. Предположительно, его рейтинг F1, учитывая причиненный ущерб. Торнадо был порожден той же суперячейкой, которая обрушила град размером с мяч для гольфа в нескольких городах. Сейчас вы можете наблюдать кадры произошедшего. Напомним, что в прошлом выпуске мы сообщали и показывали, как на северный немецкий портовый город Киль в среду, 29 сентября 2021 года, обрушился мощный водяной смерч, сбросив нескольких человек в воду. Большая часть Южной Америки столкнулась с самой сильной засухой почти за столетие. Под угрозой находится один из крупнейших водных путей в регионе – водная система Параны, от которой миллионы людей в Бразилии, Парагвае и Аргентине получают воду и энергию. Причина, по мнению климатологов, в Ла-Нинье – природном явлении, нарушающем погодные условия. Ла-Нинья – колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат. В более узком смысле – фаза южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. Но есть и другие факторы, такие как вырубка лесов в джунглях Амазонки. В позапрошлом выпуске мы сообщали о том, как Бразилию накрыла жуткая песчаная буря, которая сильно напугала людей. Если вы не видели, посмотрите наш позапрошлый выпуск за 30 сентября 2021 года.
От наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, пострадал округ Париаман, провинции Западная Суматра, Индонезия. Ненастная погода, включая сильный ветер и дождь, накрыла район 29 сентября 2021 года, что стало причиной гибели 8 человек от разрушений от ураганного ветра. Интенсивные осадки вызвали сход около 9 оползней, из которых наиболее массивные были зафиксированы в районе Лубу-Калунг. Помимо 7 погибших, еще 5 человек получили ранения. 280 семей пострадали. Наводнение в этом районе повредило 338 домов, 12 из них разрушены. Глубина воды местами достигала 2 метров. Также нанесен урон обширным посевным площадям и десяткам транспортных средств. Владельцы бизнеса в центральной части Таиланда тщательно пытаются защитить свои магазины от наводнений. Под водой оказались в том числе коммерческие районы, обширные участки полей и сельскохозяйственных угодий. Коричневая вода, достигающая до пояса, залила улицы, пробивая ставни и мешки с песком, повредив рестораны и магазины. За последнюю неделю в результате наводнений погибли по меньшей мере 7 человек. Всего от бедствия в 30 провинциях страны пострадали 200 тысяч семей. По состоянию на четверг 18 провинций все еще находились под водой. Власти предупредили жителей районов, проживающих вдоль реки Чаупхрая, протекающей через Бангкок, о том, что с пятницы до следующей недели ожидается повышение ее уровня. Губернатор Бангкока заявил, что в городе предусмотрены меры на случай непредвиденных обстоятельств. По прогнозам, вода спадет через 10 или 15 дней, если больше не будет штормов. Как стало известно, огненный шар метеора пронесся над несколькими городами Бразилии в среду 29 сентября 2021 года. Большое количество наблюдателей могли увидеть световой путь небесного тела, которое пересекло такие бразильские города, как Итамонте, Варжинья и Патос-де-Минас в штате Минас-Жерайс. Его также можно было увидеть из Рио-де-Жанейро. В частности, болид был замечен в южной части столицы, где он ярко осветил местный пляж Копакабана. Данных о составе метеора, скорости и маршруте не выявлено. Как отмечает директор бразильской сети метеорологических наблюдений, небесные тела, такие как метеоры, вращаются вокруг Солнца со скоростью от 40 тысяч до 266 тысяч км в час. Поэтому даже самые маленькие осколки метеора при достижении атмосферы Земли могут мгновенно нагревать атмосферные газы, что и есть причиной свечения. Таким образом, сам по себе метеор – это не что-то твердое, а свечение, которое в народе называют «падающая звезда». Вот таким вот был наш сегодняшний выпуск. Делитесь своими мыслями в комментариях. Мы благодарим вас за просмотр и за оценку этого видео. Бейте в колокол, чтобы не пропускать будущие выпуски. Пожалуйста, будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучен при содействии канала Альтермор специально для канала Climate Change.